1948 году Ферруччо Ламборгини собрал свой первый трактор. Он получил название «Кариока». Для его создания Ламборгини применил детали от военной техники, интегрировав в конструкцию свои оригинальные технические разработки и усовершенствования. В итоге трактор получился простым, надежным и недорогим. Так началась история Lamborghini Trattore. Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео разбираемся, что такое Кариока и как он помог появиться одному из самых известных тракторных брендов. Ферруччо Ламборгини родился 28 апреля 1916 года в семье фермеров. Техникой он интересовался с самого детства. В связи с этим родители даже организовали для него небольшую мастерскую, где он мог экспериментировать с различными механизмами. Позже он учился в техническом институте и работал в мастерских, где осваивал ремесло механика и кузнеца. Во время Второй мировой войны Ламборгини служил в итальянских военно-воздушных силах, где ремонтировал и обслуживал военную технику. После войны, вернувшись на родину, он занимался переоборудованием оставшейся на полях сражений военной техники в сельскохозяйственные машины. Сначала для себя, потом для соседей. Его самодельные тракторы оказались настолько простыми, надежными и недорогими, что быстро привлекли внимание фермеров. И вскоре он понял, что раз спрос на такую технику есть, нужно превращать это в бизнес. В 1948 году Ферруччо Ламборгини основал компанию Lamborghini Trattore и приступил к серийному выпуску тракторов. Свой первый серийный трактор Ламборгини назвал «Кариока». Скорее всего, он использовал это необычное экзотическое слово для привлечения внимания, так как вообще оно обозначает жителя города Рио-де-Жанейро или то, что произведено в Рио-де-Жанейро. То есть дословно с португальского, на котором говорят в Бразилии, «Кариока» значит «из Рио». Свидетельств о том, что Ламборгини был связан с Бразилией или имел особые причины выбрать именно это название, в достоверных источниках нет. Так что, скорее всего, это был просто креативный маркетинговый ход. Необычное, легко запоминающееся слово, которое выделяло трактор среди других итальянских брендов. У Fiat в то время были тракторы 702 и 703, у Landini был Buffalo, у Same был Universal 3R10. Позднее, когда Ламборгини стал выпускать автомобили, он стал придерживаться традиции называть машины в честь боевых быков. 3 февраля 1948 года, в праздник Святого Бьяджа, покровителя местечка Ченто, откуда Ламборгини родом, был представлен первый трактор Кариока. Сердцем трактора стал британский шестицилиндровый двигатель Моррис объемом 3,5 литра мощностью 30-40 лошадиных сил. Эти двигатели и другие запчасти от военных грузовиков и автомобилей приобретались Ламборгини через государственную компанию Arar, которая занималась продажей военных излишков. Изначально двигатель Моррис был бензиновым, но в послевоенной Европе бензин был в дефиците, поэтому Ламборгини разработал и запатентовал систему испарителя, которая позволяла запускать двигатель на бензине, а затем переходить на более дешевый керосин. Сцепление было установлено сухое однодисковое. Коробка передач подбиралась в зависимости от доступных запчастей. Количество передач обычно составляло 3-4 вперед и 1 назад. Задний ведущий и передний управляемые мосты чаще всего были также от грузовика Моррис. Рама трактора сваривалась из стальных профилей. Она разрабатывалась и изготавливалась непосредственно Ламборгини и его командой и имела возможность адаптации под разные узлы и агрегаты. Сиденья ставили металлическое или деревянное с минимальной обивкой. Изготавливали самостоятельно или брали от автомобилей. Топливные баки объемом 30-35 литров также ставились от автомобилей или грузовиков. В общем, конструкция была максимально простая и могла легко ремонтироваться в полевых условиях. В 1949 году было построено несколько прототипов и организована мелкосерийная сборка. 1 трактор в неделю. На старте изготовлением тракторов занималось 4 человека, сам Ферруччо Ламборгини и 3 механика. В распоряжении у них была мастерская площадью всего 200 квадратных метров. Из-за нестабильной поставки комплектующих конструкцию приходилось постоянно адаптировать под доступные детали. Всего к началу 1950-х годов было выпущено несколько сотен экземпляров. Длина трактора составляла 2,8 метра, ширина 1,6 метра, дорожный просвет 300 мм, радиус разворота примерно 3,5 метра.
Трактор Кариока имел массу 1200-1400 кг и развивал скорость до 15-20 км в час. Благодаря хорошей тяге он мог работать с большинством стандартных сельскохозяйственных орудий того времени – прицепными плугами, боронами, сеялками и так далее. Максимальный расход топлива составлял 10 литров в час. Для удобства эксплуатации Кариока был оснащен электростартером, генератором и фарами. Напряжение бортовой сети 6 или 12 вольт. Благодаря смене бензина на керосин затраты на топливо снижались до 40%. Тракторы Кариока предназначались в первую очередь для местных фермеров региона Эмилия-Романья, особенно для крестьян заболоченных районов долины По, охватывающей части провинций Феррара, Модена, Реджо-Эмилия и Равенна. Почвы там были тяжелыми, а поля небольшими и раздробленными. Местные жители не могли себе позволить купить Фиат или Ландини, а Ламборгини пришелся им по карману. Первый Кариока был продан фермеру из Кастельфранко Эмилия. За ним последовали заказы от других местных сельхозпроизводителей. Дальше этого региона продажи не шли. Компания еще только начинала свое развитие и ориентировалась исключительно на местных покупателей. В 1951 году Lamborghini приобрел на территории бывшего ипподрома участок площадью 10 тысяч квадратных метров, где была построена первая полноценная производственная линия. В этом же году компания была официально зарегистрирована как Lamborghini Trattori Società per Azioni, то есть реорганизована в акционерное общество. В первый же год работы на новой линии выпуск машин вырос с 50 до 200 единиц в год, но это уже были другие модели, и для них припасено место в следующих моих выпусках. Что же касается Кариока, это не просто первый трактор Lamborghini, это машина, с которой началась вся история бренда. Отличная стратегия на старте, сочетание комплектующих военных грузовиков и собственной изобретательности позволило Ферруччо Lamborghini превзойти Fiat и Landini и построить простую, дешевую и популярную машину и заложить прочные основания для компании. На этом на сегодня все. Спасибо за просмотр. Всем счастья, радости, любви. Пока!